Ура! Ура, друзья! Ура! Раз, 8. Здравствуйте, друзья. Еще раз. Секунду. 8 всегда хорошо сработает. 8. Идеально. У меня здесь написано, что я должен сказать. С вами полный Паш. И это наш второй выпуск новостей. Недавно заметный танцор и диджей нашего лагеря Стас Максименко заявил о том, что в Инстаграм появился его фейковый аккаунт с его именем и фотографией. Кто использует этот аккаунт? Для чего? На эти вопросы мы не смогли найти ответ. Однако сумели обнаружить еще ряд подобных фальсификаций, мотив которых более понятен и угадывается из контекста. Если вчера мы рассказывали о том, как при помощи рекламы можно популяризировать танцы, то сегодня мы расскажем о том, как недобросовестные рекламодатели используют популярных танцоров в своих корыстных целях. Да, и у нас с вами, для вас есть несколько примеров. И первыми мы продемонстрируем вам аккаунт, сделанный на основе профиля Гектора и Сони. Как вы можете видеть, здесь явно работает продвижение каких-то ресторанов суши. Вы видите текст? Да. Ешь и жги на танцполе. Остро, пипец. Я никогда так быстро не бегал с вингаута, как после этих малюток. Женя Златина пишет. Женя Златина, ты писала это в Инстаграм? Энергии после них через край. Так прет, так прет. Да, друзья, есть и следующий аккаунт. И следующий аккаунт — это подделка под легендарного танцора и преподавателя. Отметим, что для предлагаемых услуг выбор фотографии оказался весьма удачным. Судя по комментариям, предлагаемые услуги пользуются популярностью. Восстановим зрение народными способами. У них еще есть свой санаторий на Кубе, пишет Алина. Мурашка пишет. Эффект странный. После их сеанса еще 2 дня гоняла бесов с мачете. Так, окей. Следующий найденный нами Инстаграм заведен якобы от лица Данила Никулина. Было интересно узнать, что за рекламирует, используя его известность. Парикмахерская рядом с домом. Стригу как могу. Хэштег, да. Был там, стригут ужасно. Я так написал. Еле убежал, только бороду удалось спасти. Понимаю его, понимаю. Павел Моторин отметился здесь, оказывается. Никак не дойду до них. Ну, здесь мы видим, что аккаунт подделан какими-то китайскими производителями надувных изделий. Однако в комментариях обнаруживается интерес к их продукции. Приобретайте наших надувных сов, похвастайтесь перед друзьями оригинальной фотографией, пишет Ксения, якобы. Dragon Swing Camp пишет, а драконы у них есть. И Дейенерис Таргариен, да, драконов можете приобрести у нас. Ну и на самом деле некоторые фотографии даже не требуют дополнительной обработки для того, чтобы стать отличным рекламным материалом. Вы никогда не догадаетесь, что поневоле рекламируют известные всем нам преподаватели. А что они рекламируют? Там и Винчи. Профессиональное сведение татуировок, друзья.
Дарья Чуперкина пишет, а сколько стоит? Дима Востриков +1. Питер Логинс фейспалм. Да, вот такая вот презентация фейковых инстаграмов. Свет нет. Наоборот. Все было правильно. Это достаточно. Паше не хватает света. Паш, можно... Да, вот так. Хорошо, да. Все, я примерно готов. Помимо юмористической составляющей, творческое объединение «Полный фарш» решило взять на себя и просветительскую роль. Итак, следующая рубрика «Дайджест». Эту рубрику мы проводим по многочисленным просьбам начинающих танцоров, которые впервые оказались в рождественском лагере и в силу отсутствия опыта не успевают застать все интересные события. Особенно те из них, которые проходят не по плану. Специально для них мы расскажем, что можно увидеть интересного в лагере после окончания занятий. Конечно же, сразу после ужина вы можете посетить многочисленные бонусы, о расписании которых можно узнать на информационном стенде возле магазина сувенирной продукции РМС. После всех этих занятий начинаются соревнования и живая музыка. И когда-то после этого еще полный фарш. Но это все происходит в основных залах, а в других залах и даже в холлах и коридорах спонтанно возникают разные активности. Да, эти звуки как раз от тех людей, которые, видимо, эти активности застали. Так вот, например, вчера произошла вечеринка от Федора Недотка и диджея Мессера. Это произошло в холле, вот там, где кораллы у нас находятся. Да, и чаечка, всем известная чаечка. На этой вечеринке все желающие могли оторваться под ритмы мамбы и багалу. А не только. А позавчера можно было наблюдать марширующие оркестры, незабываемые мероприятия. Забавно, что все так сильно напряглись, когда мы об этих новостях говорили, как будто мы сейчас будем это все показывать. Но мы же не такие. К чему это все? Ночь... Подождите, там компромат сохранен. К чему это все? Значит, ночью происходит много всего интересного, не зависайте в одном и том же месте, особенно в кровати. Ну а наша следующая рубрика «Шутки за 400». В редакции «Полного фарша» обратились участники, которые заблаговременно не озаботились приобретением талонов на завтрак. И на самый распространенный их вопрос: а как же мы завтра без завтрака? Творческое объединение «Полный фарш» с сожалением отвечает: так же, как мы вчера без вчерашника. В нашей следующей рубрике «Зарази меня, если сможешь». В рождественском лагере, в рождественском лагере, как и в любом другом танцевальном фестивале, есть люди, о важности работы которых не стоит забывать. Мы, конечно же, говорим о диджеях. Диджей создает атмосферу на танцполе, заряжает энергией и отвечает за фонограммы для выступлений танцоров. Но есть такая одна должность — главный диджей, который ответственен за работу всех диджеев лагеря. И от одного его неверного движения может зависеть настроение всех участников фестиваля. И об этом наш сюжет. Так, музыка в зале есть. Линди Хоп вечеринка. Линди Хоп вечеринка. Линди Хоп вечеринка. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел.
Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Ты мне веришь или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Веришь ты мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я сам все это видел. Ты не веришь? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все верю. Ты мне веришь или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я сам все это видел. Ты мне веришь или нет? Я тебе, конечно, разве могут быть сомнения? Я сам все это видел. Ты мне веришь или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я сам все это видел, не решили. Я тебе, конечно, верю. Я и сам все это видел. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Ты мне веришь или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Веришь ты мне или нет? Доктор Валентин, доктор Валентин! А, вы здесь! Нужна срочно ваша помощь. Что случилось? В лагере эпидемия. Какая эпидемия? Все поют одну и ту же песню. Соберите всех в одном месте, я там буду. Да, сейчас. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Ты мне веришь или нет? Нет. С вами был полный фарш.